Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Молдавия национализирует «Газпром». Владимир, пожалуйста, расскажите поподробнее, а что там с историей с Молдавагаз, с активами «Газпрома» и что там будет, собственно? Я думаю, что ничего хорошего там не будет. Дело в том, что, опять же, история взаимоотношений России и Молдавии с точки зрения газа достаточно длительная и достаточно тяжелая. Ну, примерно как с Украиной. Все начиналось с поставок газа из России. Дальше, соответственно, возникли вопросы, кто кому сколько должен. Должник, а это почему-то всегда оказывается та страна, которая покупает газ. Вот странно, да, не правда ли? Должник свои долги не признает, идет в Европейский суд. «Газпром» говорит, вы нам должны 709 миллионов. Европейский суд встает на сторону Молдавии и говорит, да какие 709, всего лишь 80. Да и те неизвестно, когда будут уплачены. В общем, получается неприятная ситуация. А неприятная ситуация заключается в том, что, собственно, основным оператором поставок газа в Молдавию является компания «Молдова Газ». Создавалась она еще достаточно давно, когда отношения и с Молдавией, и с Украиной были довольно приличные, где-то как-то даже партнерские. И вот в компании «Молдова Газ» половина принадлежит «Газпрому», часть принадлежит Молдавии и порядка, по-моему, 14% Приднестровью, которое, соответственно, отдало свою долю в управление «Газпромом». Ну и, собственно говоря, «Газпром» долгое время снабжал Молдавию газом через компанию «Молдова Газ», а потом все закончилось, потому что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а это, собственно говоря, был ближайший и самый, так сказать, дешевый и беспроблемный путь газа на территорию Молдавии, ну и, соответственно, Приднестровья. И таким образом получается, что компания «Молдова Газ» теперь не имеет возможности поставлять газ в Молдавию. А почему она не имеет? Ну, есть же альтернативные пути, там через турецкий поток, через Венгрию, там, через Болгарию, то есть вот вокруг. Но нет, это тоже вряд ли возможно, потому что за некоторое время до нынешних событий Молдавия создала компанию «Энергоком», которую, собственно говоря, и назначила основным поставщиком экспортного газа в Молдавию. Таким образом, получается, что «Молдогаз» превратилась в компанию, которая не имеет возможности что-либо газовое заводить в республику. Ну и, собственно говоря, теперь у нее единственная возможность дальнейшего существования – это генерить убытки и дожидаться либо банкротства, либо национализации. Таким образом, Молдавия, в общем, довольно эффективно отжала у «Газпрома» фактически актив, который занимался раньше поставками газа в Молдавию. Ну и плюс ко всему не признает долги, которые возникли у Молдавии перед «Газпромом» на, в общем, довольно немаленькие 709 миллионов долларов. То есть фактически ну, Молдавия идет по пути своих старших европейских коллег, которые просто тупо берут и национализируют российские активы на своей территории, забирая их фактически в свою собственность. Ну, то есть это все прикрывается введением государственного управления там, для повышения энергетической безопасности, но факт остается фактом. Было ваше, стало наше, потому что нам так удобней, а платить вам деньги за ваш газ мы не хотим, а газ ваш, тем не менее, мы покупать будем, но через третьи руки, как не российский, и дороже, чем могли бы купить у вас. Но нас так устраивает. Вот, если вкратце, примерно вот такая вот ситуация. Владимир, а ведь получается, что из-за жадности Молдавии и соглядатых по вертикальному газовому коридору Украина недополучает газ, или точнее получает его совершенно по конкурентным рыночным ценам, то есть по оверпрайс цене. Так ли это? Совершенно верно, потому что каждый заботится сам о себе.
По большому счету, тут можно сказать, что к Украине прилетела ответочка за прекращение транзита, потому что, соответственно, раньше газ транзитом через Украину шел в Молдавию, а теперь, собственно говоря, этого не происходит, и Молдавии приходится закупать его, ну, где только возможно. Денег у страны не так уж и много, соответственно, она что-то берет в долг, в стране периодически вводится чрезвычайное энергетическое положение, потому что газа не хватает и приходится отключать потребителей, причем делать это не в летние теплые времена, а, например, зимой. Отключать отопление, отключать электроэнергию. Поэтому, собственно, Молдавия, естественно, стремится заработать на транзите газа через себя, а это, собственно, очень сильно усложняет ситуацию с той же самой Украиной, потому что вот этот вот как бы предполагаемый вертикальный газовый коридор, по которому газ побережья той же самой Греции, например, через СПГ-терминалы, должен превращаться в обычный несжиженный метан и по трубам поступать на Украину. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Из-за транзитных цен выходит так, что в Молдавии этот газ обходится довольно дорого. Ну, кстати, и Украине он обходится еще дороже. Вот, собственно, Зеленский тут недавно жаловался, что они получили, по-моему, 100 миллионов кубометров СПГ из США, вот как раз через греческие терминалы. Но пока больше брать не будут, потому что цена оказалась достаточно высокой. То есть, в общем, то, что они купили у Штатов, их в целом устраивает, а вот транзитные цены на то, чтобы прокатить этот газ от Греции до своих потребителей, вот это оказалось дорого. Поэтому пока вот они решили с этим подождать. Ну, американцам, безусловно, очень признательны. Тут не так давно Зеленский заявил, что Норвегия готова поставить газ на 1 миллиард евро для Украины. Можно задать вопрос, а каким способом они и через какую страну собираются такой объем прокачать? Ну, поставки газа Украине из Норвегии, тут как бы вопрос, опять же, в какой степени речь идет про газ, а в какой про деньги. Потому что я напомню, какое-то время назад Норвегия сказала, что она готова выделить Украине грант в виде финансовых средств на закупку газа. То есть как бы не то, чтобы прямо из Норвегии его повезут, а вот Норвегия готова поделиться деньгами, чтобы Украина могла его закупить. Ну, ситуация на Украине вообще, в принципе, с газом достаточно печальная, потому что страна добывает порядка 18 миллиардов, потребляет больше 20, и, соответственно, раньше она всегда докупала порядка миллиардов 10. Сейчас, соответственно, с учетом того, что страна сократилась в объемах и промышленность ее тоже сократилась в объемах, потребление упало, но, тем не менее, дефицит примерно миллиардов 6 у них имеется. Дефицит имеется, денег на закупку этих 6 миллиардов не имеется, потому что, ну, как бы брать их действительно технически особо негде. Вот Зеленский, я так понимаю, договорился с Норвегией о выделении вот этого гранта на приобретение газа, но фактически, я так понимаю, речь идет о средствах, ну, примерно равноценных половине необходимого Украине газа. Но на оставшиеся надо где-то средства находить. И газ этот тоже нужно где-то находить. Сейчас же Украина снабжается газом в основном от своих соседей. Это Венгрия, Словакия, Польша, кстати, ну, собственно говоря, Румыния. Другое дело, что, во-первых, это все недешево, потому что, естественно, Украина получает газ не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам, которые в Европе сейчас составляют тут, ну, как бы в динамике от 400 до 500 долларов за 1000 кубометров. Ну, плюс стоимость транзита, соответственно, получается, что газ для Украины выходит достаточно дорогой. Буквально недавно Украина подписала соглашение с польской компанией «Орлен» на увеличение объемов поставок газа.
Ну, собственно говоря, Польша сама газ получает в виде сжиженного газа, прежде всего американского, который, соответственно, она получает на свои терминалы, его разжижает, ну, как бы возвращает в исходное агрегатное состояние, дальше уже отправляет собственным потребителям и на Украину. И несмотря на вот это вот бравурное заявление о подписании соглашения с Орлен, дело в том, что Польша находится далеко не в лидерах по объемам поставок газа на Украину. А больше всего, кстати, газа на Украину поставляет Венгрия, которая сама большую часть газа получает из России по газопроводу «Турецкий поток» через Турцию и так далее. То есть, соответственно, в принципе, для Венгрии это очень интересная схема, потому что Венгрия имеет с Россией долгосрочные газовые контракты с соответствующей ценой, которую Венгрия более чем устраивает. Ну, а продает Украине газ она по ценам на споте, поэтому я думаю, что примерно где-то раза в два дороже, чем покупает, а она вот Украине этот газ и продает. Ну и, соответственно, с учетом того, что а, хранилища газа на Украине пополняются очень медленными темпами и существует большой риск недобора газа для прохождения зимнего отопительного сезона, то, собственно, нужно начать уже, мне кажется, предупреждать население, а, по-моему, кстати, украинские власти уже начали это делать, о том, что страну ожидает веерное отключение отопления, электроэнергии, и к этому нужно быть морально готовым, потому что собственная добыча газа на Украине, ну, она как бы никогда не покрывала собственного потребления, плюс ко всему сейчас добычная инфраструктура еще и несколько подвыбита ударами ВКС России, ну а европейские трейдеры, за счет которых раньше можно было поживиться газом, которые раньше хранили свой газ на территории Украины, потому что это было выгодно и потому что это было близко от рынка потребления, от Европы. А сейчас они свои запасы уже там не хранят, потому что это, во-первых, опасно, а во-вторых, ну, мы не знаем, например, в каком состоянии находится вот это крупнейшее на Украине и второе по величине в Европе ПХГ во Львовской области, потому что по нему тоже несколько раз прилетел, работает оно или нет сейчас, и в каком оно техническом состоянии, мы не знаем. Владимир, а тут Зеленский не так давно заявил о том, что, возможно, Украина даже не сможет этой зимой обеспечить свое население газом. Если речь зашла о том, что зимой не сможет обеспечить население газом, а промышленность он сможет обеспечить электроэнергией хотя бы этим летом. С электроэнергией тоже есть определенные проблемы, потому что, во-первых, после ряда ударов, нанесенных российской авиацией и ракетами по энергетической структуре Украины, во-первых, выбита часть энергопроизводящих мощностей, плюс ко всему нанесен ущерб передающей инфраструктуре, а она, собственно говоря, и еще с советских времен была не в самом хорошем состоянии, потому что инвестировалось в развитие, ремонт и повышение пропускной способности энергосетей на Украине ну, не то чтобы мало, но далеко не столько, сколько необходимо. Ну и плюс ко всему возьмем ту же самую украинскую атомную отрасль. Все электростанции на ядерном топливе, которые находятся на Украине, они, соответственно, реализовывались при поддержке советских, а потом и российских атомщиков. Соответственно, они все как бы ориентированы прежде всего на взаимодействие, работу, обслуживание тех специалистов, которые в этом разбираются, ну и, соответственно, в основном на российское ядерное топливо. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Крайне рекомендуем интересный ресурс. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии, там же, где и реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.